Каждый садовод мечтает иметь в своем саду не только красивые, но и малоуходные растения, с которыми было бы меньше всего хлопот. Цветок, о котором я сегодня хочу рассказать, отличается не только своей неприхотливостью и редкой красотой. Это один из самых эффектных и морозостойких многолетников, который способен выносить без укрытия даже самые суровые морозы. К тому же он невероятно красиво цветет, причем не только на открытых участках, но даже в тени. Знакомьтесь, это нежная и выносливая Джефферсония. Ее особой красоте и очарованию могут позавидовать многие садовые цветы. А если еще учесть все ее стойкие качества, то я уверена, что подобный многолетник будет желанным в каждом саду, особенно в регионах с суровым холодным климатом. Джефферсонию можно причислить к растениям, которые отлично подойдут для ленивых и занятых садоводов. Этот цветок от вас не потребует практически никакого ухода. Более того, это очаровательное и, казалось бы, на вид нежное растение является одним из древнейших представителей семейства барбарисовые. Джефферсония – это настоящий реликт, который сумел пережить динозавров и очень многую доисторическую флору. Однако в роду этого выносливого многолетника есть только два вида. Это Джефферсония сомнительная и двулистная. Их природный ареал – Северная Америка и Восточная Азия. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим мнением и опытом выращивания этого многолетника. Большое спасибо вам за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал. Подписка и нажатие на колокольчик будут всегда держать вас в курсе выхода новых роликов. Джефферсонию сомнительную нередко можно встретить на Дальнем Востоке, где она в основном произрастает в лиственных лесах, под пологом кустарников и деревьев. Этот вид выглядит декоративно уже с ранней весны и вплоть до глубокой осени. Ее цветение длится примерно с конца апреля по май, то есть не менее месяца. Хотя замечено, что в течение лета на кустиках также могут раскрываться одиночные цветки. Этот вид красиво разрастается плотными до 30 см высотой куртинами. Со временем Джефферсония образовывает очаровательный на вид полянки, которые весной сплошь покрываются нежными сиренево-голубыми цветами на тонких зеленовато-бордовых цветоносах. Красота и без того эффектных цветов подчеркивается фоном сизо-зеленых и особенно молодых фиолетово-красных округлых листочков. Благодаря своей необычной листве с привлекательной волнистой каймой красноватого цвета, этот многолетник декоративный в любое время. Таким растением можно украсить тенистые уголки сада, приствольные круги кустарников и деревьев, а также создать оригинальные композиции из низкорослых растений. Джефферсония великолепно смотрится в притененных миксбордерах и в качестве аккуратного низкого бордюра. Ее компактные куртины выделяются своими эффектными цветами и симпатичной листвой. Джефферсония двулистная более высокая. Ее кустики вырастают до 50 см. Цветки в основном белые, диаметром около 3 см. Они массово распускаются в мае на удлиненных цветоножках, после чего кустики украшают необычные на вид листья, состоящие из двух долей. Их форма чем-то похожа на крылья бабочки, которая меняет свой цвет с зеленой на всевозможные бронзовые оттенки. Удивительно, но эти красивые цветы настолько неприхотливые, что могут расти на одном месте без пересадок, деления корневища и ухода долгие десятилетия, и при этом совершенно не теряя своей высокой декоративности. Но если вам потребуется отсадить свою Джефферсонию на другой участок, или вы захотите ее размножить, например, делением куста, сложностей и проблем у вас точно не будет. Этот многолетник стойко перенесет любые невзгоды. Кстати, Джефферсония хорошо размножается, но есть одно условие. Ее семена необходимо высевать сразу же после сбора, то есть летом. По окончанию цветения на кустиках завязываются семенные коробочки. Сбор семян для хранения не имеет смысла, так как они быстро теряют свою всхожесть. Джефферсонию намного проще размножить делением, что делать лучше всего в сентябре. Такой метод позволит вам увидеть цветение уже в следующем сезоне. Симпатичные плотные листья этого многолетника разрастаются эффектной куполообразной подушкой прямо из корневища. Джефферсония не является агрессивной. Она растет на одном месте очень много лет, постепенно увеличиваясь в диаметре и образовывая симпатичные коврики. Это обворожительное и нежное на вид растение, невероятно выносливое. Джефферсония может расти практически на всей территории средней полосы.
и зимует без дополнительного укрытия. Этот стойкий цветок выносит суровые зимы даже третьей климатической зоны с понижением температур до минус 34-40 градусов. Согласитесь, что далеко не многие красивоцветущие декоративные многолетники на такое способны. В уходе это растение неприхотливое, хотя предпочитает более влажный и рыхлый листовой перегной с нейтральной реакцией. В обрезке и подкормках Джефферсония не нуждается, а вот от полива, особенно в засушливую погоду, она не откажется. В общем, этот великолепный во всех отношениях многолетник подойдет многим как опытным, так и начинающим садоводам. С его помощью можно легко украсить территорию своего сада и особенно тенистые участки. Джефферсония – это отличный цветок для коллекционеров редких культур и занятых цветоводов. Несмотря на свой очаровательный и на первый взгляд хрупкий вид, она способна расти даже на территориях рискованного садоводства и при этом годами красиво выглядеть и эффектно цвести. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.